Что если нет денег, средств? Об этом видео. Но есть время заниматься фотографией. Друзья, чтобы вам не зарыться во всех тонкостях фотографии. Зачем? Чтобы проверить мою теорию. Ну как, живот же надо уменьшить. Смотрите, Фавионыч. Кто такой Фавионыч? Это он вообще или не он? О, опять Сигма. А где же Фавион? Друзья, привет. С вами Фавионыч. И я тут подумал, друзья. Да ладно. А что если... Давайте сегодня сделаем необычный эксперимент, друзья. Многие, кто фотографирует, особенно кто начинает фотографию, вы знаете, что макро – это первый жанр, Да ладно. с которого начинают и дети, и взрослые, ну и вообще любые. Я опять какую-то липу записал, Фавионыч. Ну и поскольку сейчас время такое тяжелое, Да ладно. не у всех есть возможность покупать последние модели фотоаппаратов, которые стоят тысячи долларов. Сейчас не то время, чтобы тратить $1000 на фотоаппараты для детей. Поэтому я решил записать видео, друзья. Что если фотографировать совсем недорогой камерой, и мы сравним ее сегодня с Сигма Фавион где? тем, что практически у каждого есть со смартфоном. Макро хотел сказать. У меня лежит волшебная камера. Давайте сделаем это. Да нет, друзья, вот она здесь. Она у меня на груди. И эта камера... Что, друзья, готовы? Она была куплена за $10 на наши деньги. Ну, 500 рублей. Друзья, можете посчитать, сколько. Это камера из далекого 2003 года. Фавионыч, ты совсем, что ли, очумел? И мы будем сегодня снимать макро, друзья. Да, действительно, мы будем сравнивать вот эту камеру. Не будем рассуждать, а просто сделаем это. И смартфон. Что если, друзья? Готовы? Закон подлости, друзья. Как только начнешь фотографировать, сразу поднимается ветер. Как записывал вступление, ветра нет. Ну, заодно посмотрим, как на ветру все это делать. Где твой f-stop, профессиональный рюкзак? Где твой Фавион, камера там, которая стоила, когда выходила, $1000 в час? Но самое интересное, друзья, даже не это, что мы пойдем Иван-чай с вами искать. У нас недавно решили возродить производство Иван-чая. Да ладно. Даже президенту доложили. Куда ты пошел? И я записывал ролики от Иван-чая, как его собирать, как его, что там, ферментировать. Но сегодня не об этом, друзья. Ответь на вопрос-то, Фавионыч, где купить? Мы будем снимать, в том числе и Иван-чай. С самого раннего действия, друзья, кто интересуется фотографией, многие спрашивают, с какого времени нужно заниматься фотографией. Друзья, Фавионыч 10 лет взял фотоаппарат. Да ладно. 12 уже была лаборатория у меня создана. Так что я уже печатал все, сам делал. Поэтому сегодня, друзья, мы будем снимать в том числе и цветы. Ответ в этом видео. Ну ты, Фавионыч, совсем даешь. У многих денег нет, чтобы телефон купить, смартфон, а ты какие-то айфоны показываешь. Так мы это и выясним, друзья, почему не нужен iPhone или смартфон для того, чтобы заниматься фотографией. И что для этого нужно. Что путь фотографа извилист и труден. Что если для этого нужно купить совсем недорогую... Или найти такую камеру, которая у ваших друзей есть. Друзья, что если мастерство фотографа не зависит от камер, от смартфонов, от стоимостей? А зависит совсем от другого. Что если, друзья, вы просто не выбрали не тот угол, ракурс для выбора техники? Или вы смотрите не туда. Может быть, это все где-то совсем рядом, но вы просто не видите этот луч света. Ну, друзья, мы с вами его нашли, но здесь он в таком в очень чахлом состоянии. Что если мы найдем? В этом месте, друзья, мы записывали с вами выпуск, который называется «Фотографируй сам». И сегодня мы сюда вернулись. Зачем? Чтобы проверить мою теорию. Зачем? Есть такое мнение, что старые камеры – это не обязательно плохие камеры. Да ладно. Что если действительно так? Да, это тоже Иван-чай, но здесь он, видите, на солнце он пожелтел очень сильно. Друзья, технические характеристики – важная вещь. Но я всегда говорил… Фотография – это не мегапиксели. Посмотрите об этом мой выпуск. Фотография – это совсем про другое. Если уж мы завели речь про мегапиксели, в этом смартфоне, который мы снимаем, 12 мегапикселей. Да ладно. А в камере, которую используем как сегодня основной... Камень преткновения, да? Посмотрите, кстати, мое видео про камни преткновения. Всего 6, друзья.
потом плакать не пришлось над своими работами. А в старых камерах может быть даже и 3, и может быть 1 мегапиксель. Куда он пошел? Да, друзья, такими камерами снимали 20 лет назад, когда началась гонка за цифровой рынок. Мелкомышь, деревья гнулись. Почему же люди покупают старые камеры? Да ладно. В особенности цифровые камеры. Что если в этих камерах есть нечто, чего нет в современных, друзья? Кроме стоимости, а? Как вы думаете? Вы будете недалеки от истины, друзья, если скажете, что в этих камерах другая технология. Да, друзья, в этих камерах действительно совершенно другая технология. Эта технология называется приборы с зарядовой связью или ПЗС-матрицы, CCD. Так как называют. Но почему же от этой технологии отказались? Нет, друзья, от этой технологии не отказались. Эта технология до сих пор используется, просто она не позволяет снимать видео в первую очередь. О чем говорил? Скорость, друзья. Скорость записи видео на ПЗС-матрицах CCD технологиях. Она ужасная абсолютно. Поэтому посмотрите мой ролик, он называется... Как же он называется-то? Они думают, что это фотокамера. Посмотрите, и все поймете. Но что, если современные производители ошиблись? И будет возврат к старым камерам? Что, если такое возможно? Напишите в комментариях, друзья, что вы по этому поводу думаете. И возможен ли возврат к старым технологиям? И я помню место, где этот иван-чай здесь растет. Ионыч, это место совсем не напоминает какое-то хорошее место для фотографий. Друзья, фотография дает возможность переместить вас в какое-то другое место, просто изменив ракурс. Вот, например, замечательное растение, которое называется облепиха. И здесь даже есть уже ягоды, которые еще пока не созрели. Мы, кстати, их поснимаем сейчас с вами и выясним. Что если ракурс гораздо больше влияет, чем мегапиксели? Что если качество фотографии зависит от того, насколько вы созрели как фотограф? И вот здесь смотрите, облепиха, почему ее называют? Она облепила все ветки. Если вы привыкнете использовать фотографию каждый день, будете делать это регулярно, облепите свою жизнь, грубо говоря, фотографии, я думаю, что результаты будут. Несмотря на то, что кажется, что путь к фотографии достаточно длительный, но рано или поздно на горизонте появится то, что вы ищете. Это свой стиль, свое видение. Как говорили великие фотографы, вы не фотографируете, вы создаете. Часто непозволительно фотографировать, не в том смысле, что не разрешают, а то, что неудобно фотографировать с низких точек. И в этом плане такие компактные камеры, они удобнее, чем iPhone. Отличить хорошую камеру и отличить хороший кадр, так же как отличить растение от похожего, сможет человек, который этим занимается постоянно. Так что, если, друзья, от этого зависит успех фотографа, начинающего или опытного? От его видения, от его опыта и практики, друзья. Что, если это так? Фотография – это искусство света, в первую очередь. Ну и, конечно, искусство цвета, если вы занимаетесь цветной фотографией. Видите, как он любит свет. И не только он, а также и насекомые, и крылатые корсары. Разумеется, они собирают мед, который мы с вами потом едим. Так что, друзья, берите вашу камеру, которая у вас есть, и отправляйтесь вперед, исследуйте этот замечательный мир. Я тут еле-еле залажу в кадр. Если вот так лечь, то тогда айфоном можно снимать. В остальных случаях, друзья, используйте камеры. Я лишь заодно планку сделал про это. Что если это кому-то нужно? Друзья, мощь воздействия фотографии на жизнь и на самого человека, она заключается не в том, насколько громко она говорит вам. Она заключается в нечто, что хранится внутри человека и обращает взгляд именно туда. И хорошая фотография, она оставляет след только глубоко в сердце. Так же, как пчелы собирают мед медленно. В липном этом соке. Настоящий фотограф всю жизнь собирает по крупицам знания, опыт, практика позволяет вам не только услышать, где жужжит. Ну давай, Фавионыч, прожужжи нам что-нибудь новенькое. Но понять вообще и почувствовать вкус процесса фотографии. Чистый цвет и свет. Друзья, если уж
понравится вам это видео, вы напишите комментарий, мы наберем достаточное количество лайков. Я запишу продолжение. Друзья, с вами был Фавионыч. Я желаю вам ярких кадров. И чтобы у вас все получилось. Мелкомышь, деревья гнулись.